Здравствуйте, дорогие мои зрители! Вы на моем канале. Меня зовут Анастасия. И сегодня такая погода у нас немножко пасмурная. Я решила все-таки записать видео о том, как организован мой небольшой огород. Вы его видите сейчас у меня на заднем плане. В принципе, это все грядки, которые у нас есть. Но есть еще ремонтантную малину, про которую я рассказывала. И ссылочку на этот ролик оставлю. И теплица размером 3 на 8. И сейчас я вам расскажу, как здесь все устроено, для того, чтобы работать было на нем легко, приятно. И чтобы это мог сделать любой человек, даже ребенок, без всяких усилий. Итак, рассказываю про мой огород. Наберитесь терпения, ролик будет не коротким, поэтому можете налить себе чаю или чего-нибудь другого, кофе, что вы любите. И я начинаю свой рассказ. Надеюсь, он будет полезным для вас. Если понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Итак, сегодня тема нашего разговора – это вот такие вот грядки, небольшой огород, с которого можно получить максимум урожая. Приступим. Хочу вам сегодня небольшое видео сделать, вернее даже большое, по поводу устройства моего огорода. Вот это, собственно, весь огород. Ну, плюс еще вот теплица у нас стоит. Значит, как я уже говорила, у нас здесь достаточно сложный рельеф склон причем северный. И поэтому, естественно, у нас были проблемы с незапамятных времен, вернее, еще у родителей мужа, которые здесь возделывали огород. Проблемы с тем, что земля вся утекала, то, что удобряется, засыпается грунт, все это, естественно, смывается. Это первое. Ну и второе, это засилье сорняков, с которыми необходимо бороться. Когда нами было принято решение, что мы занимаемся дачей, что она у нас есть, естественно, мы сразу же озадачились тем, что все должно быть очень удобно для работы. Потому что мы, кроме того, что занимаемся дачей, любим еще отдыхать на море, отдыхать за границей и так далее. То есть ездить, путешествовать. Поэтому постоянно пребывать на даче у нас нет возможности. Ну, кроме этого, еще работа, естественно. Ее никто не отменял. Поэтому должно быть все максимально удобно сделано. Вот вы видите, поверху идет синяя труба. Это сделан водопровод. То есть здесь везде разведена вода для удобства полива и удобства обслуживания вообще этих грядок. Сегодня не буду рассказывать, что внутри этих грядок, хотя я уже говорила, что я занимаюсь природным земледелием, то есть никакой химии, ничего. Все на основе компоста, травы, мульчирования и так далее. Об этом я сделаю подробное видео попозже. Сейчас расскажу, как вот здесь устроена эта площадка. Она совсем у нас небольшая. То есть вот так вот в ширину она где-то 6 метров с копейками. Теплица находится с северной стороны, закрывает вот это вот пространство от северных ветров. Там дальше уже соседи. Вот с этой стороны, то есть по ширине, это пространство 10 метров. Ну, то есть площадка получается 6 на 10 метров. В соответствии с этим мы планировали уже, и в соответствии с тем возможным размером вот этих досок, мы планировали грядки, размещение. Но что самое основное для меня было? Для меня было основным, чтобы ширина грядки была такова, она у меня составляет 80 сантиметров, вот эта вот ширина грядки, чтобы я дотягивалась рукой до другой стороны грядки. Вот, то есть я с одной стороны сижу и могу спокойно все прополоть, посадить и так далее. Ну и при этом, естественно, я рассчитывала, что если сажать какие-то крупные растения, ну, например, такие как перцы, баклажаны, что еще томаты, хотя сейчас я отказалась от выращивания томатов на улице.
Ну вот, например, клубничка. Таким образом, чтобы все размещалось в 2 ряда, не в 3, в 2 ряда. То есть я где-то 15 сантиметров отступаю от края, потом сажаю растения. Соответственно, от этого тоже 15 сантиметров, это 30. И вот между, получается, растениями 40 сантиметров. Ну, потому что по 5 сантиметров я считаю на само растение, вот на эту почку. То есть где-то 40 сантиметров между растениями. Здесь вот перцы посажены. Как только Настя посадила перцы, настал у нас холод. Соответственно, здесь от краев перца побольше, где-то 15 сантиметров. Вот. И между ними, соответственно, поменьше расстояние получается. Ну, вот таким образом растения у меня садятся в 2 ряда. Ну и при этом я могу их спокойно полоть с одной стороны грядки. Значит, итак, я сказала, что расстояние, ширина вот этой грядки у меня 40 сантиметров. Грядки все одинаковые. Дальше, длина грядки у нас, соответственно, составляет 4 метра. Это длина доски. Доска у нас сделана лиственница. Лиственница обработанная. То есть муж ее сначала шлифовал. Вот здесь сделал вот такой вот край. Я сейчас, ну, не могу сказать, как это называется, каким инструментом он это сделал. Но край вот такой вот здесь закругленный, чтобы ничего не царапать, не делать занозы. И вот я вожу рукой. Она у меня гладенькая абсолютно. Обработана от насекомых и плесени лиственница. Дальше. По углам. Рассказываю на грядке, которая еще не засажена. По углам сделаны вот такие уголки, скреплены. И вот здесь вот внизу под землей эти уголки скреплены еще трубами. То есть получается такая N-образная конструкция. То есть уголок, вот здесь уголок, вот с этой стороны уголок, и между ними сварена труба. Таких у нас сделаны, получается, вот здесь и 2 посередине. Вот так, раз, два. То есть здесь тоже уголок, вот он, здесь уголок. И внизу, вот в этом месте, проходит труба, которая связывает эти 2 уголка. Это сделано для того, чтобы грядку не распирало от земли. Соответственно, грядочки стоят ровно. Да, хочу сказать, что этим грядкам уже 3-й год. Значит, муж их сварил, вот эти уголки, потом мы их покрасили полностью. И потом уже он собирал грядки, подготовил здесь древесину, и здесь они собирали. И вот на такие болты все это накручено. То есть каждая доска высотой 15 сантиметров на 2 болта посажена. То есть грядка у меня получается высотой 30 сантиметров. Итак, грядка получается 4 метра на 80 сантиметров и высотой 30 сантиметров. Значит, вокруг, чтобы сюда не осыпалась земля, у нас сделаны габионы. Это такие сетки из камней сложены. Вот там уже земля была. То есть мы выровняли, убрали вот здесь всю поверхность почвы. Вот здесь муж проложил дренаж, то есть внизу дренажная труба находится, потому что если вот оттуда у нас сливается вода, то она должна куда-то деваться, чтобы вот здесь она не стояла. Соответственно, дренажная труба, которая у нас уходит уже в канаву, выходит. Значит, убрано все до глины. Затем, естественно, сделана подушка из щебня, песка. Сначала закрыто материалом строительным, нетканным, чтобы ничего не прорастало. Щебень, песок, и потом уже укладывалась вот эта брусчатка. И брусчатка потом засыпалась также песком.
Ну, получается, естественно, что самая теплая грядка это у меня вот эта возле теплицы, поскольку она полностью тут защищена от всего. Солнечное место, еще от теплицы ей тепло достается. Вот таким образом. Вот там в конце я приспособила вот такие дуги и сажаю здесь по два. Еще не посадила, вот здесь вот будут два огурчика у меня сидеть. Но это я как бы по структуре рассказываю. Пока обзор огорода не буду делать. Делаю обзор своих грядок. Ну вот так вот все окружено. Водопровод у меня подведен вот здесь. Водопровод у меня подведен вот здесь, возле теплицы. Чтобы удобно было вот это вот соединение для шланга. Полив я произвожу только из шлангов. Кран мне нужен либо чтобы что-то помыть, либо когда я развожу удобрения какие-то, либо опрыскивания. Ну и вот здесь вот такой стол рабочий у меня из палет сделан. Такой рабочий стол из палет, очень удобно. Рядом с водой. Ну, скоро муж мне обещал сделать стол садовника. Обязательно покажу, что и как будет. Вот здесь у меня стоит ящик, который я наполняю грунтом. И здесь у меня растут цветочки. Сейчас они еще такие маленькие. Потом это все зарастет. Петунии мои. Вот такие вот. Зибрина тут растет. И вот сюда на эти камни я тоже ставлю вот такие, такого же вида деревянные черные палеты. И на них кашпо с цветами для красоты. Все это делается. У нас еще ведется стройка. То есть мы будем строить санузел централизованный. Вот. И будем строить летнюю кухню. Вот на этом месте площадка была залита в прошлом году, теперь отстаивается. Ну, про стройку я расскажу обязательно вам отдельно. Сейчас рассказала вот про эти грядки. То есть в общей сложности у меня получается 10 грядок. Вот, по идее, грядка должна у нас была быть вот здесь. Но так как хотели решить вопрос вот с этим проходом, чтобы он был поудобней. А вот здесь я хотела сделать клумбу. Для того, чтобы с вот этой летней кухни у нас был красивый вид. Вот у меня здесь разные растения. То мы решили вот эту грядку убрать. И разделили ее на две. Вот сюда. Вот сюда 2 метра. Подставили к 4-метровой грядке. Подставили 2 метра вот этой грядки. Тоже ширина ее 80 сантиметров всех. И вот сюда 2 метра. То есть в общей сложности у меня здесь 10 грядок. 4 метра на 80 сантиметров. Вот это мой уличный огород в целом. И что по культурам я расскажу в отдельном ролике, как я организовываю огород таким образом, чтобы получать с него несколько урожаев. Теперь что хочу сказать по высоким грядкам. Конечно, у высоких грядок есть плюсы свои и есть свои минусы. Но к самым большим минусам я отношу то, что их нужно, конечно, поливать намного чаще, чем если бы это были просто грядки вровень с землей. Это первое. Как решается эта задача? Значит, я эту задачу решаю при помощи мульчирования. Если вы замульчируете грунт, то поливать его нужно будет намного меньше. Я сейчас вкратце, потом я сделаю ролик, когда о культурах, я расскажу, что и как выращиваю. Пока говорю именно о проблемах. Можно сделать было бы здесь капельный полив, как у меня организовано в теплице. Но дело в том, что климат у нас достаточно влажный. И вот эти вот, во-первых, затраты на капельный полив. Во-вторых, в принципе, у нас не бывает сильной засухи. Про то, что нужно поливать чаще. Это в основном касается вот таких маленьких растишек, когда вы их сажаете, то есть у них слабые корни. Конечно, их нужно поливать, чтобы они не пересыхали, иначе они просто засохнут. Когда растения уже большие, то я, конечно, их поливаю меньше. Вот у меня кабачки, которые растут в ящиках. Значит, какие плюсы высоких грядок? Значит, я могу себе позволить
прям с осени оставить здесь мульчу и потом сделать бороздки, сюда все загрести, засыпать землей и выращивать. То есть у меня это получается теплая компостная грядка. При необходимости, если нужно выращивать какие-то такие культуры прожорливые, ну, например, перцы. Вот. Что еще можно отнести к плюсам? Ну, то, что вы, когда удобряете, вы удобряете конкретно это место, конкретно это растение, и никакое удобрение никуда у вас не уползает, не улетучивается и так далее. То есть конкретно вы удобряете именно здесь. Посмотрите, намного меньше сорняков, естественно. То есть вот здесь у нас заложено брусчаткой, можно это сделать нетканным материалом, можно засыпать гравием, сначала нетканным материалом, потом гравием. У меня тоже сделали ребята такую скамеечку, которую я кладу между вот грядок в любом месте. Я могу здесь положить, могу здесь, сажусь на нее и работаю. Смотрите, вот моя клубничка, которую я, получается, весной просто открыла, убрала листья, засыпала потом свежей мульчой, и вот какая красота. Не надо мучиться никакими сорняками. Гораздо легче укрывать нетканым материалом. То есть просто мы набрасываем вот так вот той же брусчаткой. Я закрываю на зиму то, что нужно закрыть, там чеснок, например, клубнику. И все это прекрасно, аккуратно лежит. То есть огород смотрится очень декоративно, очень аккуратно. Ну вот такие кашпо я обычно ставлю по углам. Сейчас готовлю. Высаживаю бархатцы. Вот здесь у меня высажена орегано, ну, или душица. То есть организовать очень все просто. Грядки получаются намного плодороднее, работать с ними намного удобнее. То есть вам не надо наклоняться. Вы поставили скамеечку. Ну, или у меня такая доска с ограничителями. Я ее кладу, покрашенная, хорошая. И сажусь в любом месте, где мне нужно. И начинаю работать. Дальше не надо топтаться по грядкам, не надо их вскапывать. Ну, не надо топтаться, потому что они такой ширины, что я спокойно рукой достаю до противоположного края и могу все обработать. Ну, вот я вам сказала основные плюсы и минусы и как организован мой огород. Я потом сделаю еще обязательно ролик по культурам, какие и что, как я выращиваю в этом году, что я выращивала, например, в прошлых годах. Ну вот очень удобно, еще хочу сказать, выращивать культуры, которые нужно мульчировать. Вот такие, например, как лук-порей, я 2 года выращивала на этих грядках. Вообще очень удобно, поскольку ты сажаешь сначала в глубину и начинаешь потихонечку засыпать до поверхности вот этой грядки. Очень классно получается. Но об этом все позже. Вот сейчас, если что-то упустила, жду ваши вопросы, жду комментарии. Очень бы хотелось, конечно, чтобы каждый огородник имел возможность себе, каждый дачник, организовать вот несколько таких грядок. Ухаживать за ними проще простого. И здесь все сделано так, что даже если мы уезжаем, и кто-то за нас, например, приезжает ухаживать за огородом, то им буквально достаточно открыть один кран, и можно поливать спокойно весь огород, весь огород в доступе. Вот такие вот у нас грядки. Можно их покрасить в какой-то цвет, если вам нравится. У нас просто обработка сделана. Она была такая желтоватая. Сейчас вот она сделалась вот таким цветом. Но при этом структура дерева видна. Очень красиво. Жду ваших вопросов. Готова ответить и рассказать еще более подробно, если вас что-то будет интересовать. Хороших вам урожаев, хорошей нам погоды с вами. Со всеми прощаюсь. До свидания.